Всем привет! Сегодня ровно месяц, как я закончила делать лучи. Организм постепенно восстанавливается. Я хотела записать видео раньше, но ждала, как закончится одна побочка. Думаю, все, сейчас запишу, начинается другая. Думаю, так, сейчас пережду ее и запишу, но начинается третья. В итоге я решила подождать, пока организм более-менее так успокоится, состояние устаканится, и уже записать. Когда я закончила лучи, еще где-то дней 7-8 было очень сложно глотать. Любой прием пищи, это, конечно, был полный кошмар. Я питалась детскими пюрешками и чем-то таким мягким, что не надо жевать, потому что это как ком в горле, было очень больно проглотить и жгло изнутри. Это называется лучевой эзофагит. Пьют всякие анестетики, кому... Мне тоже врач настаивал, чтобы я это принимала. Но я как-то сказала, что нет, я ничего пить не буду, мне надоело за время лечения, я так перетерплю. После этого я мучилась неделю со вздутием живота. То есть почему-то постоянные газики, постоянное желание обсидеть в туалете. Нет, это не диарея, ничего, это вот просто вздутие живота. Джинсы на мне с трудом застегивались. Но как это внезапно началось, также через неделю это внезапно и закончилось. Сейчас основная побочка, с которой я мучаюсь, это тахикардия. То есть вот я прошла буквально 50 метров, пока он записывает видео, и у меня уже сбивается дыхание. Сейчас я найду какую-нибудь красивую лавочку, и там продолжу рассказ. Вот смотрите, такой мостик. Вот такая красота. Причем через 10 дней уже Новый год. Надеюсь, поедем куда-нибудь высоко в горы. Туда можно будет поехать только если на колеса одеть цепи. Без цепей тебя не пускают, даже на зимней резине. И тогда, может быть, можем в этом году еще увидеть снег. Все, еще лавочку, сейчас все расскажу. Какую лавочку? Я прям здесь сейчас и сяду. Вот, продолжим. Про тахикардию я уже рассказала. Очень сложно ходить. То есть даже если я поднимусь ступенек 20 вверх, я потом минуту вот так стою, у меня сердце выпрыгивает, и просто прихожу в себя. Далее началась неприятная очень побочка. У меня просто простреливало правое плечо. То есть я иду, здесь как будто мне кто-то надавил вот именно в одну точку целенаправленно, так что у меня немеет вся рука, у меня колет ладонь. Я даже к мужу подхожу, говорю, пожалуйста, помассируй мне как-то. Где-то секунд через 40 эта адская боль проходила. Но она могла опять появиться через минуту, могла через час, а могла и на следующий день. То есть вот такими приступами, абсолютно непредсказуемо по времени, где-то в течение недели, наверное, она мне докучала. И были как прострелы груди, то есть как будто вот изнутри иголки, вот так они проходят через грудь. Неприятно это все было. Сама зона средостения, то есть вот здесь вот такой вот шар, и сзади, то есть это зона облучения. Кожа на лучах была слегка покрасневшая, а после лучей, знаете, вот если обгореть на солнце, кожа начинает облазить. Представим, что она не облезла, но она затвердела, как бы, не знаю, забетонировалась. То есть ты проводишь по телу и чувствуешь вот эту вот зону, она вот такая вот шершаво-жесткая. Как-то мочалкой это оттирать я не решилась, потому что боюсь, вдруг там пигментные пятна появятся или что-то такое. Но уже месяц она до сих пор остается такая вот жесткая зона. Медленно начинает все-таки становиться менее жесткой. Какими-то кремами мазать, да, я мажу. Была идея, может быть, ее нужно как-то отпарить. Но, во-первых, у меня нет ванны, есть только душевая. А во-вторых, все, кто проходил лечение и пытался принять ванну, они говорят, что мы чуть ли не теряли сознание, потому что начинает очень сильно кружиться голова. Поэтому эту идею я отбросила. Следующая побочка, с которой я сталкивалась и на лечении, и на химиотерапии, и на лучах, и сейчас, это слабость. Примерно в 22 у меня уже сил абсолютно нету, я хочу спать, я уже пытаюсь делать какие-то рабочие дела лежа. Опупение меня очень сильно бесило на химии. Сейчас оно постепенно проходит, но все равно мне трудно сосредоточиться. Вот я говорю, я как-то пытаюсь заранее понять, что же я буду говорить следующим, потому что мысли теряются. Врач сказал, никаких таблеток пить не надо, это все проходит в течение года. В общем, ждем.
по-любому сейчас уже лучше, чем было на химии, и память возвращается, но все равно еще не так, как было раньше. Ну вот, я не знаю, неделю живот, неделю плечо, потом на неделю у меня неожиданно а, усилился аппетит так, что я ела просто как не в себя. Мне кажется, беременность только не ела. Причем насыщения я не чувствовала, и голода не чувствовала. Но я все время просто хотела что-то есть, что-то жевать, что-то глотать. И за неделю набрала 3 килограмма. Потом эта побочка также неожиданно исчезла, как и началась. То есть вначале газики, потом прострела плеча, потом неожиданный аппетит, который исчез. Аппетит исчез, но 3 килограмма еще остались. Вот щечки тоже немножечко округлились. Со временем, чем больше я думаю о том, что мне в январе предстоит ПЭТ, первый ПЭТ после лучей, тем больше как-то страх появляется, я пытаюсь прощупывать узлы, и каждый раз, когда я это делаю, я что-то новое нащупываю, то есть лучше этого не делать. А, Мне все время кажется, что у меня что-то чешется. В общем, какие-то вот психоневрологические такие повреждения, они есть. Это, мне кажется, все на почве страха. Но с лицом действительно, лицо как будто стянутое. Такое ощущение, что я сделала химический пилинг, прошли сутки, и знаете, вот это максимальное стягивание кожи лица, а, когда ты пытаешься мазаться всевозможными кремами, масками, но ничего не помогает, но при этом ни сухости, ничего нету, то есть вот просто вот эта стянутость лица. Я не знаю, может быть, это тоже очередная побочка, и через неделю она пройдет, но волосы постепенно отрастают. Так они кажутся совсем безобъемными, потому что длины действительно осталось мало, но очень много вот таких вот малышей, видите? То есть это все то, что выпадало, за это время оно выросло. То есть даже если вот смотреть, не знаю, насколько видно, то есть вот очень много такого вот пушка. Они сантиметра 2, наверное. И поэтому вот на солнышке особенно видно, здесь у меня такой вот ежик коротенький, и остатки вот этих вот длинных соплей. Я уже не знаю, как назвать, их действительно очень-очень мало. Все, что осталось, это вот очень мало волос. Поэтому, я думаю, придется сделать какую-то каскадную стрижку, чтобы вот этот ежик сравнять и уже как-то отращивать дальше новые красивые волосы. Так как лимфом очень много разных видов, их порядка 30 видов, 20 неподжкинских, 7 видов поджкинских, у всех свое лечение, у всех свои особенности, свои протоколы химии. Я записываю на канал истории лечения людей, кто пережил это, кто сейчас в ремиссии и счастлив, для того, чтобы это служило мотивацией тем, кто только в начале пути, чтобы они видели, на что нужно обратить внимание. То есть это только у ходжкинской лимфомы очень часто появляется шишка на шее, по которой ее идентифицируют. Есть скрытые лимфомы, особенно не ходжкинские, есть те, которые совершенно случайно обнаруживались на МРТ. Или вот девушки очень долго и упорно лечили отек века, а в итоге это оказалась лимфома. То есть ее отправляли то к одному окулисту, то к другому, то к третьему. Бывает так, что и анализы крови все хорошие, и сегментации, нет ни температуры, ни пота, ни чесотки. То есть различных проявлений лимфомы все-таки очень много. Поэтому просто, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Я стараюсь для вас, создаю контент, сама, как видите, еще заикаюсь, запинаюсь, мне сложно формулировать мысли, но я стараюсь. Если вы тоже прошли этот путь, хотите поделиться историей, пожалуйста, пишите. Если вы только в начале пути, я надеюсь, вам будет полезна информация. Через неделю Новый год. А это оливковое дерево. Видите, вот такие сейчас. Оливки собирали в конце октября. Листики до сих пор есть, все зелено. Мне кажется, даже в лесу сейчас грибы еще можно найти, если пойти. Еще вот такая красота. У меня есть отдельное видео про релокацию в Черногорию и про черногорскую медицину. Если интересно, можете тоже посмотреть. А это дерево мирт. У них пряные, очень вкусные ягодки и листики. Можно и в суп, и в чай. Листики чем-то напоминают лаврушку и немножечко лимончика. А ягодки
как лаврушка с чем-то более пряным. Не знаю, есть ли в России такая тряпка, но в пакетиках, по-моему, в магазине я ее видела. Такие зернышки. С ними можно и мясо тушить, и суп, и чай, и все что угодно. Еще забыла сказать, очень сложно глубоко вдохнуть. Вот я пытаюсь сделать глубокий вдох, и мне прям першит в горле, хочется кашлять. Тоже говорят, что эта побочка будет сохраняться несколько месяцев. То есть тяжесть дыхания, тахикардия. Вот я сейчас возвращаюсь, прошла опять буквально опять метров 50, и уже тяжело дышать. Глубокий вдох сделать тяжело, ты дышишь именно маленькими. Ну, видимо, это все нужно тоже пережить.